Если надоел кулич и захотелось чего-то интересного, я предлагаю вам сегодня приготовить самый быстрый панеттоне. Это самый простой рецепт из муки, без долгих ночных или суточных опар, без вымешивания руками, сочный, воздушный как пух и не черствеющий до 2 недель. Вкус этой выпечки затмевает все стандартные рецепты. Итак, перейдем к приготовлению. В первую очередь замачиваем цукаты. Для этого нам понадобится цукаты. Количество я не говорю вам сколько, берите на свой вкус. Апельсиновый сок 40 мл, коньяка или рома 40 мл, сухофрукты. У меня это изюм и сушеная черника 150 грамм. Изюм и сушеную чернику я заливаю горячей водой и тут же сливаю. Сюда же добавляю цукаты. Вы можете еще добавить кусочки манго, кураги или клюкву, но их нужно нарезать небольшими кусочками. Если будете замачивать на ночь цукаты, тогда вы можете залить холодным апельсиновым соком и добавить ароматный алкоголь, например, ром, и оставить на ночь набухать, чтобы они размягчились и пропитались. Тогда аромат будет от цукатов просто волшебный. Но у меня осталось до приготовления несколько часов, поэтому я заливаю сразу апельсиновым соком и ромом. Только апельсиновый сок я подогрела. Накрываем пищевой пленкой, либо крышечкой, чтобы аромат алкоголя весь остался внутри, не улетучился. Теперь перейдем к приготовлению опары. Для опары нам понадобится молоко 135 мл, мука 4 столовые ложки, берем из общего количества муки, сахар пол столовой ложки. В миску вливаем 135 мл теплого молока, но не горячее, иначе у вас дрожжи могут погибнуть. Добавляю половину столовой ложки сахара, и этот момент я забыла снять на видео. И добавляем 6 грамм сухих или 20 грамм живых прессованных дрожжей. Лучше, конечно, живые дрожжи, но их у меня не оказалось. Они должны быть хорошего качества и свежими. И тщательно размешиваем. Из общего количества 310 грамм муки я уже просеяла ее предварительно. Беру столько столовых ложек, чтобы получилось достаточно густая и тягучая масса. Добавляйте по несколько столовых ложек и перемешивайте. И так, пока опара не станет нужной консистенции. У меня ушло около 4 столовых ложек. Такая опара должна получиться тягучая. Она должна увеличиться в 2 раза. Накрыть можно крышкой или пленкой. Можно поставить в теплую духовку и на противень налить немного горячей воды. Температура должна быть не выше 40 градусов. Вот в таком виде оставляем в духовке. Далее отделяем желтки от белков. Нам понадобится 105 грамм только желтков. Желток придает выпечке сочность за счет жирности. Чтобы тесто получилось нежным и мягким, не сухим, желток это отличный эмульгатор. Объединяет жидкость и жиры. Если у вас нет весов, тогда ориентируйтесь на количество желтков. У меня от яиц S1 получилось 6 желтков. Можно ли заменить хотя бы половину желтков на целые яйца? Вы можете такой вопрос задать. Да, можно, но это повлияет, конечно же, на этот уникальный вкус. Оставшиеся белки накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник. Из них можно приготовить глазурь, либо безе. Ссылка будет в верхнем углу видео. Взбиваем желтки миксером, либо венчиком несколько минут до однородности и легкой пышности. За это время опара уже очень хорошо подошла. Посмотрите, какая она пышная стала. Вливаем взбитые желтки в опару и перемешиваем. На этапе опары сразу ориентируйтесь в качество дрожжей. Если она не поднялась или что-то пошло не так, значит не продолжайте замес. Дрожжи неактивные, либо пропали, либо срок годности прошел. И это очень важно. Хорошенько соединяем вместе и теперь займемся сухими ингредиентами. Оставшуюся муку от общего количества соединяю с цедрой одного апельсина и сахаром 110 грамм. Если хотите еще большего аромата, тогда сахар можно смешать с цедрой апельсина. Ее прям нужно перетереть с сахаром. Это можно сделать руками, либо ложкой. Выделяются эфирные масла цедры, и они пропитывают весь сахар. Будет очень приятный аромат, и сразу же сахар становится желтым.
Теперь муку добавляем, весь сахар и все перемешиваем. 1/4 чайной ложки соли добавляем. Если любите пряный вкус, тогда можете добавить еще щепотку корицы и щепотку молотого мускатного ореха. И это очень придаст приятный аромат. Так, у нас получилось 2 чашки. В одной сухая смесь, а во второй жидкая часть. Всю жидкую часть и сухую соединяем. Далее вымешиваем тесто крюками. Для теста, до объединения всех ингредиентов и однородности. Пара минут. Если будете вымешивать руками, то вымешивайте лопаткой. Столько, сколько позволит тесто. А далее руками. Тесто будет липкое, и руки можете немного смазать растительным маслом. Но не добавляйте лишней муки, и по времени нужно будет вымешивать столько же, сколько вымешиваем крюками. Еще по желанию можете добавить 1 столовую ложку апельсинового сока. Если любите, обязательно 1 столовую ложку меда. Благодаря меду панеттоне будет очень долго сохраняться мягким и свежим. Но если на мед у вас аллергия, его можно не добавлять. Когда масса соединилась, добавляем размягченное сливочное масло. Оно должно быть комнатной температуры. Добавляем его частями. Добавили кусочек, вымесили. Следующий и примерно занимает 5 минут. И так, пока не закончится все масло. И после того, как уже все масло вмешали, еще вымешиваем тесто еще 10 минут. Все это делаем для формирования правильного волокнистого пышного мякиша. Прошло 10 минут, тесто уже более гладкое, однородное, и видно, что при вымешивании оно будет будто собирается в комок. Скорость я выставляю среднюю, 3 из 4 скоростей. Вот такое получается тесто, достаточно тягучее, эластичное, гладкое и однородное. Накрываем крышкой, либо пищевой пленкой. Тесто на дрожжах очень хорошо быстро растет, даже при комнатной температуре. Поэтому в духовку ускорять процесс расстойки я не буду. Оставляю тесто при комнатной температуре, уже через час оно хорошо подходит. Я оставила тесто на несколько часов, оно у меня очень сильно выросло. Посмотрите, какое оно пышное, воздушное тесто получилось. И снова его нужно крюками вымесить еще 10 минут. И перед тем, как вымешивать, сначала нужно отбросить цукаты на сито. Они уже впитали в себя достаточно жидкости. И в таком виде оставляем, пока будем вымешивать тесто. Вымешивать крюками 10 минут на средней скорости. Я вымешиваю крюками для теста на обычном стационарном миксере. Также можно месить и ручным миксером, насадками крюки. Когда во время замешивания тесто собирается в один плотный ком, слегка наматывается на крюки и от чаши отделяется, получаются вот такие тягучие полотна, значит тесто готово. Добавляем сюда цукаты, только смотрите, чтобы хорошо с них слилась вся жидкость. Если вы боитесь лишней жидкости и влажности, тогда добавьте 1 столовую ложку муки в цукаты и перемешайте. И снова перемешиваем тесто несколько минут. Нужно вмешать просто цукаты в тесто, чтобы они хорошо распределились по всему тесту. Смазываем руки растительным маслом и поверхность, где будем формовать, чтобы тесто не расползалось, складываю его в такой конверт. Так мы его собираем в ком. Далее делю тесто пополам, формуем руками шарики. Наполняем форму на 1/3 тестом. Из этого количества получается 2 панеттоне диаметром 13 см и высотой 8,5 см. Я наполняла тесто без весов. У меня получилось где-то половина теста больше, где-то меньше. Ну, как бы это для меня не очень принципиально. Накрывая пленкой, оставляем на расстойку примерно на полчаса, час.
в зависимости от вашей температуры в комнате. Я ставлю на столе. И будем выпекать, когда оно увеличится хотя бы на 1 сантиметр, на 1,5. Прошел час, панеттоне уже хорошо подошли, особенно там, где побольше было теста. Выпекаем на решетке на 2 уровне, так они находятся максимально в центре духовки. Маленькие. Если вы будете вдруг готовить панеттоне диаметром 9 сантиметров, выпекать 30 минут. У меня они немножко побольше, выпекаются 40-45 минут до сухой шпажки. Чтобы шапочки сильно не пережарились, через 15-20 минут после начала выпечки можно накрыть фольгой, либо пергаментной бумагой. Выпекаем при температуре 180 градусов. Готовые панеттоне остужаем, либо подвешивая на шпажке вверх ногами, либо укладываем на мягкую подушку, чтобы они не прогнулись после выпечки. Они очень мягкие и легко деформируются. Теперь последний этап: приготовим глазурь. Нам понадобится 90 грамм белков, 90 грамм сахара, 90 грамм сахарной пудры, щепотка соли, щепотка лимонной кислоты и 1 чайная ложка ванильной эссенции. Белки переливая в чашу миксера, добавляя соль, лимонную кислоту и взбивая до пышности, и частями добавляя сахар. Добавляю 1 чайную ложку ванильной эссенции. Уменьшая скорость, добавляю сахарную пудру. Частями по 1 столовой ложке. У меня глазурь взбивалась примерно 10 минут. Глазурь рекомендую делать тогда, когда ваши панеттоне полностью остынут. Теперь осталось покрыть глазурью и украсить. Остывшие панеттоне обмакиваю в глазурь, но рекомендую придерживать лопаткой, так как глазурь тяжелая и тягучая, у вас может оторваться верх панеттоне. Теперь можете украсить на ваш вкус. Я украсил вот такими сердечками. Из оставшейся глазури я сделала вот такое безе. Мои дети очень любят его, а делается оно совсем легко. Оставшуюся глазурь я переложила в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаю на лист разной формы. Отправляю в духовку. Сушу при температуре 90 градусов 3 часа. Вот такое безе замечательное получается. Им можно украсить торт или просто подать к чаю или кофе в качестве десерта. Давайте посмотрим, какие же панеттоне получились внутри. Они получаются очень мягкими, просто невозможно даже держать в руке. Настолько он сжимается, что его можно сжать и отпустить, и он станет на свое место. Посмотрите, какие волокна внутри. Это и есть уникальная особенность, то, что несмотря на свою невероятную воздушность и мягкость, они остаются сочными и влажными. И это все благодаря желткам. Я украсила как пасхальные куличи, все по-праздничному. Скоро уже праздник Светлой Пасхи, с чем я вас и поздравляю, с наступающим. Ну что, давайте попробуем, продегустируем эту вкуснятину. Мне трудно объяснить этот восхитительный вкус. Внутри он такой мягкий, как пух. Я обожаю, когда выпечка получается волокнистая, правильным замесом. Вот именно это признак правильного замеса. И главное, что он остается таким же влажным очень долгое время. Обязательно попробуйте приготовить. Я очень рекомендую этот рецепт. Наш панеттоне получился воздушным, ароматным и безумно вкусным. Теперь осталось только заварить чашку чая или кофе и насладиться этим итальянским чудом. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк, написать в комментариях, пробовали ли панеттоне раньше и, конечно, подписаться на канал. Впереди еще много вкусных рецептов. Спасибо, что готовили вместе со мной. До новых встреч!